После начала ВС на Украине некоторые известные артисты, актеры, певцы и комики спешно покинули Россию, испугавшись, что их счета за границей могут заблокировать. Известные личности, выбрав трусливое бегство, а не поддержку Родины, собрав пожитки, поехали в страны, которые в открытую угрожают нашей стране и ее жителям, блокируют счета и другое. Россияне по достоинству оценили поступки некогда любимых звезд и не стесняются комментировать такие действия артистов в соцсетях. Некоторые предприимчивые граждане, которых раньше называли всенародными любимчиками россиян, не просто уезжают из своей родной страны за рубеж, но и поливают со всех сторон Россию грязью. Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но нельзя свою точку зрения навязывать другим и говорить о том, что только она одна истинная. Уже давно известно, что в высказываниях знаменитостях нет ни чуточки собственного мнения. Они говорят так лишь для того, чтобы избежать запретов на въезд в какие-либо европейские страны, а также ареста их имущества, находящегося за рубежом и на счетах иностранных банков. В список неприятелей вошли следующие вполне известные в России личности. Список неполный: Моргенштерн, Манижа, Оксимирон, Ногу свело, ДДТ, Машина времени, Аквариум, Кровосток, Валерий Меладзе, Каста, Би-2, Земфира, Литл Биг, Две Маши, Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и многие-многие другие. На недавнем матче между «Зенитом» и «Спартаком» в качестве поддержки игроков на арене выступила довольно популярная в России группа Би-2. Каково же было неприятие артистов, когда зрители с трибун, которые являются болельщиками футбольных команд, хором освистали исполнителей. Из толпы посыпалась масса оскорблений в адрес группы. Зрители не могли сдержать своего гнева по отношению к участникам Би-2. А все дело в том, что не так давно группа давала концерт в Омске. На мероприятии они накрыли черной тканью баннер, на котором было изображение буквы «Z», ставшей после всем известных событий негласным символом доблести наших военных. Эту ситуацию прокомментировал известный певец Николай Басков. Он сказал, что народ России предавать нельзя. Многие артисты сразу после февральских событий, а точнее узнав о том, что теперь против России настроен весь Евросоюз совместно с США и Британией, поспешили уехать. В настоящее время известно о следующих популярных гражданах, которые покинули Россию навсегда. Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин улетели в Израиль, одними из первых. В настоящий момент они находятся в Латвии. Поговаривают, что в Москве видели недавно Аллу Пугачеву. Литл Биг находится в США и просит теперь называть их группой из Лос-Анджелеса. Андрей Макаревич вместе с женой и недавно родившимся ребенком находится в Израиле. Александр Невзоров, который с начала июня 2002 года является гражданином Украины по указу Зеленского, пребывает в Италии. Моргенштерн, который признан в России инагентом, планирует получить гражданство Израиля. Чулпан Хаматова уехала в Латвию. Блогер Юрий Дудь выбрал для постоянного проживания Барселону. Земфира и Рената Литвинова обосновались во Франции. Также Россию успешно покинули Вера Брежнева со своим супругом Константином Меладзе. В настоящий момент Брежнева оформляет итальянское гражданство. Стендап-комик Данила Поперечный, режиссер Тимур Бекмамбетов, рэп-исполнитель Оксимирон, популярный российский политик Анатолий Чубайс вместе с женой, генеральный директор Яндекс Елена Бунина также покинули Россию. Данный перечень известных лиц не исчерпывающий. Многие артисты уезжают из России, пытаясь спасти миллионы, заработанные в стране, которые хранятся за рубежом. О февральских событиях на Украине высказались София Ротару, Светлана Лобода, а бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина попала на проверку в МВД. В итоге Крапивину лишили российского гражданства, сославшись на то, что паспорт выдали ей по ошибке. Список предателей России уже насчитывает 200 фамилий, и в него входят не только звезды шоу-бизнеса, но и деятели из других сфер. Пишите свое мнение и подписывайтесь на канал, впереди много новых новостей.